Всем привет, меня зовут Люба, вы на моем канале о вязании. Сегодня я вам хочу показать, как вяжется вот такой красивый ажурный узор. Быстро, просто и очень-очень красиво. Он такой эффектный, достаточно он объемный. Посмотрите, как он смотрится. Такой как бы шишечки, паутинки, паучки, малинка. Я не знаю, как называется этот узор. Я нашла его в старой советской книжечке, там, где различные узоры, и решила поделиться этим узором с вами. Очень красиво. Вот так выглядит этот узор с изнаночной стороны. Этот узор шикарно выглядит именно на мохере. Вот я связала образец из стопроцентной вискозы, но эта ниточка еще достаточно толстая. Тоже выглядит объемно и интересно, но на мохере, на мой взгляд, опять же, выглядит посимпатичнее, поинтереснее. Возможно, я ошибаюсь, и вам нравится на гладкой пряже больше. Для вязания каких-то шарфов, палантинов с изнаночной стороной вот тоже достаточно красивой. Можно вязать его и как двусторонним изделием. Отличный вариант для кофточки такой вот объемной из мохера. Для вязания нам необходимо набрать такое количество петель, чтобы оно делилось на 4. То есть, например, 12 петель. Либо 16 петель плюс 2 кромочные. Я наберу 12 петель для образца. Можно набрать на 2 спицы, можно набрать на 1 спицу, как вам больше нравится. Если набираете на 1 спицу, то набирайте достаточно свободно. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 петель. То есть число, которое делится на 4, это 12 петель и плюс 2 кромочные петли. Одну спицу я достала. Можно провязать подготовительный ряд, например, резинка 1 на 1, потому что, как правило, какие-то изделия, например, кофточки, мы вяжем начиная с резинки, даже, возможно, какие-то шарфики, палантины, для того, чтобы край был более красивый. Для этого первую петлю, первую кромочную я провязываю, лицевой, можно изнаночной, как удобно, для того, чтобы край был стабильным. Вот видите, я затягиваю кончик, и вот эта петля постоянно не вытягивается, и край тоже стабильный. Во всех остальных случаях первую кромочную петлю я буду снимать, как обычно. И вяжем резинкой 1 на 1 несколько рядов. Вот это лицевая сторона резинки. Вот эта сторона изнаночная, вот с такими узелками, она должна у нас сейчас быть как бы на лицевой стороне, потому что этот узор, он образуется на изнаночной стороне. Итак, приступаем к вывязыванию узора. Первую кромочную мы снимаем, вот она снята. Из следующей петли нам нужно вывязать 3, то есть из одной петли мы вывязываем сейчас 3. Вставляем правую спицу в петлю, захватываем рабочую нить, с левой спицы эту петлю не скидываем, делаем накид, снова сюда же вставляем спицу правую, петля, скинули с левой спицы петлю, далее мы вставляем правую спицу в 3 петли за стенки, которые сейчас смотрят на нас. Ничего не разворачивая, не поворачивая. Из 3 вывязываем 1 изнаночную. Скинули. Далее из следующей петли также провязываем 3 лицевые, лицевая, накид. Сюда же вставляем спицу, лицевая, скинули с левой спицы. Далее из 3 мы вывязываем 1 изнаночную. Скинули. Далее из 1 вывязываем 3, накид,
еще сюда же одну, 3. Далее вывязываем последние 3 петли изнаночной, то есть из 3 петель изнаночную, и кромочную. Либо всегда изнаночной вы ее провязываете, либо всегда лицевой. Разницы не будет никакой. То есть смотря к какому способу провязывания изнаночной петли последней вы привыкли. Далее следующий ряд кромочную мы снимаем. И все петли, которые у нас сейчас на левой спице, мы провязываем изнаночными. За вот эту крайнюю стенку, которая на нас смотрит, мы вывязываем изнаночные. Ничего не разворачивая, не поворачивая. Петли я имею в виду. Все петли изнаночные. Готово. Разворачиваем наше вязание и продолжаем вязать. Снимаем кромочную петлю и сейчас смотрим. Изначально мы вывязывали из первой петли 3. Вот они, 3 петельки. 1, 2 и 3. Далее идет, вот она, из 3 мы вывязывали одну изнаночную, то есть на той стороне, видите, она как бы одиночная. Вот так вот, если потянуть, то их видно. Вот из этих 3 петель, вот они, вот из этих первых 3 петель мы вывязываем сейчас одну изнаночную. То есть как бы у нас вот эти вот объемный узор чередуются в шахматном порядке. Вот она одиночная стоит, из нее мы сейчас вывязываем 3 лицевых, 1 лицевая, накид, и сюда же еще 1 лицевая, то есть накид как бы тоже лицевой. Далее из 3 мы вывязываем, вот они, видите, 3 как бы стройные петли, то есть они неразлучные. Из 3 мы вывязываем 1 изнаночную. Готово. Из вот этой как бы одиночной мы вывязываем 3 лицевых. Вывязали. Снова из 3 1 изнаночную. И вот из последней петли мы вывязываем 3 лицевых. 1. Не скидываем с левой спицы петлю, накид. Сюда же вставляем правую спицу, лицевая, скинули, и кромочная изнаночная. Так. И вот так. Вот они, наши шишечки, получается, видите, на лицевой стороне. Начинаем мы вывязывать узор с изнаночной стороны. Вот он, узелковый край. А узор получается вот на этой стороне. То есть как бы узор у нас вывязывается на изнаночную сторону провязывается. Давайте повторим еще рядок. То есть сейчас у нас ряд полностью изнаночные. Обратите внимание, что изнаночные я вяжу бабушкиным способом. Но если вы вяжете классические петли изнаночные, то узор получится чуть-чуть другой, но практически такой же, тоже красивый. У меня классическая изнаночная плохо получается, я ее очень долго вывязываю, поэтому я вяжу бабушкиным способом. Так, и сейчас мы снова вяжем наш узор. Первую кромочную снимаем. Далее смотрим по узору. У нас идет петля, из которой мы сейчас вывязываем 3 петли. То есть они как бы повторяются. Накид, 3-я петля лицевая. Далее из 3 мы вывязываем 1 изнаночную. Так, вот она как бы одиночная, видите. Далее идут 3 неразлучные петли, и вот это одиночная. Из нее мы всегда вывязываем 3 петли. И из 3 1 изнаночную. То есть 2 добавляем, 2 убираем, 2 добавляем, 2 убираем. То есть сейчас мы добавляем 2 петли. 1, 2. И 3-я как бы вот она, из которой вяжем, она и остается. И последняя
3 петли, последние 3 петли мы провязываем 1 изнаночной и кромочная изнаночная. Разворачиваем наше вязание. Узор уже виден. Вот он такой. И сейчас у нас идет ряд изнаночных петель. Все петли мы провязываем изнаночными. Сейчас я вяжу из полушерсти, тоненькая ниточка. И в каждом материале, в каждой пряже этот узор выглядит по-своему. Такие вот шарики в узоре выходят. Вот так этот узор выглядит на различных пряжах. Это летняя пряжа вискоза. Такие вот шишечки получаются. Из мохера, на мой взгляд, опять же, мне нравится больше всего этот узор. Очень красивый. И вот из полушерсти тоненькая ниточка. Получается вот такие вот тоже объемные элементы. Надеюсь, этот узор вам понравился и это видео было для вас полезным. Не забывайте поставить лайк этому видео. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, не забывайте подписаться. И пока-пока. До встречи в новых видео.